Друзья, всех приветствую! Сегодня мы рассмотрим тему стоматологических цементов. На сегодняшний день невозможно представить работу врача-стоматолога без использования этого пломбировочного материала. И, наверное, он будет преследовать его и являться надежным партнером на протяжении всей профессиональной деятельности. Поэтому давайте рассмотрим данную тему поподробнее. Вообще цемент– это порошковая часть и жидкая часть. Если мы рассмотрим с точки зрения того, что у нас есть 4 ингредиента, при смешении которых мы будем получать определенный цемент, то у нас получится следующая картина. Если мы смешаем фосфорную кислоту и оксид цинка, то у нас получится цинк-фосфатный цемент. Если мы смешаем оксид цинка и полиакриловую кислоту, у нас получится поликарбоксилатный цемент. Если же мы смешаем полиакриловую кислоту и алюмосиликатное стекло, у нас получится стеклоиномерный цемент. И если мы смешаем фосфорную кислоту и алюмосиликатное стекло, у нас получится силикатный цемент. Если же мы решим смешать цинк-фосфатный цемент и силикатный цемент, то есть его порошковую составляющую, у нас получится силикофосфатный цемент. Также появились даты создания того или иного цемента, и мы можем видеть, что цинк-фосфатный цемент был изобретен очень-очень давно, так же как и силикатный цемент. Но независимо от того, в какие годы был изобретен тот или иной цемент, можно сказать, что они все до сих пор используются в той или иной мере. Все цементы можно разделить на минеральные и полимерные. И принадлежность к той или иной группе зависит от того, какая кислота входит в жидкость. Если у нас используется фосфорная кислота, то тогда этот цемент относится к минеральным. Это цинк-фосфатный, силикофосфатный и силикатный цемент. Если же используется полиакриловая кислота, то это либо поликарбоксилатный цемент, либо стеклоиномерный. Сейчас мы рассмотрим конкретно минеральные цементы. И первым представителем будет цинк-фосфатный цемент. Его порошковая часть состоит из оксида цинка, а жидкость представлена ортофосфорной кислотой. Положительным свойством данных цементов можно отметить то, что они являются относительно пластичными, низкой теплопроводностью обладают, безвредные для пульпы и рентгеноконтрастные. Касательно рентгеноконтрастности можно сказать, что все пломбировочные материалы рентгеноконтрастные, поэтому выделять их в положительные свойства не следует. Можно выделять, можно не выделять. В книгах выделяют. Из положительных свойств я бы запомнил, что цинк-фосфатный цемент является безвредным для пульпы. К отрицательным свойствам можно отнести недостаточную прочность, химическую неустойчивость к слюне, пористость, несоответствие цвету и значительную усадку. Из отрицательных свойств я бы выделил неустойчивость к слюне, то есть растворение в ротовой жидкости, несоответствие цвету и усадка. Применяют цинк-фосфатный цемент для временных пломб, для изолирующих прокладок, фиксации искусственных коронок, пломбирования молочных зубов, постоянных зубов с последующим перекрытием, а также для пломбирования корневых каналов. Следующим цементом у нас будет силикатный цемент. Он состоит из стекла алюмосиликатов, оксида алюминия, оксида кремния, оксида кальция и фтора. Вот фтор следует запомнить. Жидкость представлена ортофосфорной кислотой. Представитель, например, белоцин. Положительным свойством можно отнести относительную механическую прочность, то есть силикатный цемент он более прочный, чем цинк-фосфатный, более эстетичный. И самое главное, что следует запомнить, это то, что силикатный цемент обладает кариес-протекторным эффектом за счет того, что в нем содержится фтор. С рентгеноконтрастностью все понятно. И также присутствует коэффициент теплового расширения, который близок к тканям зуба. К отрицательным свойствам следует отметить тоже пункт, который надо запомнить относительно силикатного цемента, то, что этот цемент раздражает пульпу, и его используют только с изолирующей прокладкой.
Ну и, конечно, хрупкость и неустойчивость в слюне. Следующим цементом у нас будет силикофосфатный цемент. Как мы уже знаем, он состоит из 60% силикатного цемента и 40% фосфатного цемента. Жидкость та же самая, ортофосфорная кислота. Положительным свойством можно отнести хорошую адгезию тканям зуба, механическую прочность и малую токсичность для пульпы. То есть, по сути, здесь соединяются все положительные эффекты силикатного и фосфатного цемента, но также есть минусы. То есть, хоть и токсичность присутствует, но она меньше, чем, например, в силикатном. К отрицательным свойствам они неэстетичны и также чувствительны к слюне. Из представителей это силидонт. Применяют его, как правило, для временных пломб, но силикофосфатный цемент не применяют на центральных зубах. Следующей группой у нас будут полимерные цементы, и первым ее представителем будет поликарбоксилатный цемент. Порошок представлен оксидом цинка и оксидом магния. Жидкость – водный раствор полиакриловой кислоты. Представитель, например, белокор. Положительным свойством можно отнести низкую токсичность для пульпы, хорошую адгезию и высокую совместимость с тканями зуба. Но это относительно всех других цементов, которые были до него. Из отрицательных свойств это неустойчивость к ротовой жидкости и недостаточная прочность. То есть, если мы сравним поликарбоксилатный цемент и, например, уже стеклоиномерный цемент, то он менее прочный. Но если мы сравним поликарбоксилатный цемент и все цементы, которые были до этого, то он намного прочнее. Применяют его для изолирующих прокладок, для фиксации в ортопедии и в ортодонтии, а также для пломбирования молочных зубов у детей. Ну и на десерт у нас остается стеклоиномерные цементы. Порошок состоит из оксида кремния. Также в состав входит алюминия фторид, кальция фторид и также другие компоненты, которые могут входить, а могут и не входить в состав. И жидкость представлена водным раствором полиакриловой кислоты. У ситцев есть своя классификация, их делят по способу отверждения на химические, светоотверждаемые и гибридные. Гибридные – это когда присутствует и химический, и светоотверждаемый компонент. Также их делят по способу применения, то есть цементы, предназначенные для фиксации, коронок, мостовидных протезов, штифтов, цементы для постоянных пломб, для изолирующих прокладок, а также для пломбирования корневых каналов. То есть для фиксации это ортопедия, постоянные пломбы, прокладки и каналы – это терапия. Положительным свойством можно отнести хорошую адгезию, кариостатический эффект за то, что в составе присутствует фтор, хорошая биосовместимость, отсутствие токсичности, хорошая эстетика, низкая усадка. По всем этим пунктам можно сказать, что СИЦ – это идеальный цемент, придуманный человеком. То есть, если мы берем все цементы до него, то они ему все в той или иной степени проигрывают. К отрицательным свойствам можно отнести недостаточную прочность. Это относится к эстетическим ситцам. То есть ситцы есть эстетические, это которые наносятся на фронтальную группу зубов. Они менее прочные, но зато эстетичные. И недостаточная эстетичность – это относится к прочным ситц, которые наносятся на жевательную группу зубов. То есть они прочные, но не очень эстетичные. Логика примерно следующая. Хрупкие на истирание. Ну, тут все понятно. Ни один цемент не сравнится с твердостью эмали зуба. Из представителей, которые нужно знать, это Fuji Plus, он используется в ортопедии. Fuji 9, также в ортопедии. Ionophil используется в терапии. И Витример также используется в терапии. Если мы тезисно пройдемся по всему видео, то мы скажем, что цементы делятся на минеральные и полимерные. Это то, что нужно запомнить. Цинк-фосфатные цементы, они безвредные для пульпы, растворяются в слюне и не соответствуют цвету зуба. Силикатные цементы обладают кариес-протекцией, но раздражают пульпу. Силикофосфатные цементы обладают малой токсичностью, но они не эстетичны. Поликарбоксилатные цементы
обладают высокой адгезией, низкой токсичностью, но не очень прочные. И POSITS, это надо запомнить, что обладает кариостатическим эффектом, достаточно прочные, эстетичные. И также следует запомнить классификацию, на которые делятся эти цементы. А на сегодня у нас все. Если это видео было вам полезным, можете поделиться с друзьями. Поставьте, пожалуйста, лайк для того, чтобы YouTube в дальнейшем рекомендовал мои видео другим студентам-стоматологам и вообще стоматологам. А на сегодня у нас все. До скорых встреч!